Друзья, если у вас нет возможности читать рождественскую сказку Эрнста Гофмана «Щелкунчик и мышиный король», смотрите это видео. Написал сказку Гофман в начале 19 века. Итак, 24 декабря перед Рождеством детям советника медицины Штальбаума весь день не разрешали входить в гостиную. Поэтому они сидели в спальне. Детей звали Фриц и Мари. Сестре было 7 лет, брат чуть старше. Среди гостей дома был старший советник суда Дроссельмейер, крестный Мари. Он хорошо разбирался в часах и ремонтировал их в доме Штальбаумов. К Рождеству Дроссельмейер всегда мастерил красивую игрушку, поэтому Мари очень ждала от него подарка. Фриц хотел, чтобы это была крепость с солдатиками, а Мари хотела игрушечный сад с лебедями. От родителей дети тоже ожидали подарков. Наконец, детей отвели в гостиную, где стояла яркая елка. Мари подарили кукол и платьице, а Фрицу эскадрон гусар. Крестный подарил чудесный замок с маленькими людьми в нем. Однако Фриц быстро потерял к замку интерес, потому что человечки не двигались, в отличие от его гусар. Под елкой Мари увидела деревянного человечка. Он ей очень понравился. «Это для всех вас», — сказал отец. «Для старшей сестры Луизы, тебя и Фрица. Он будет раскалывать вам орехи. Это щелкунчик». И отец сразу показал, как им пользоваться. В его широко раскрытый рот Мари положила орех, и щелкунчик расколол его. Девочка была в восторге. Ее сестра Луиза тоже попробовала расколоть маленький орех, чтобы не сломать щелкунчика. А вот злобный Фриц засунул в него большой и твердый орех. И тут у щелкунчика сломалось 3 зуба, нижняя челюсть отвисла и зашаталась. Мари вскрикнула и забрала щелкунчика себе. Она плакала. Фриц хотел его добить, но отец заступился и сказал, что теперь щелкунчик принадлежит Мари. В гостиной у стены стоял высокий стеклянный шкаф. В него дети ставили свои подарки. На нижней полке Мари ставила куклы, а чуть выше Фриц размещал свои войска. Было уже поздно, но Мари попросила маму дать ей еще несколько минут, чтобы самой побыть рядом с куклами. Она баюкала укутанного в носовой платок щелкунчика. «Милый щелкунчик, извини, пожалуйста, моего брата», — сказала девочка игрушке. «Я буду беречь тебя, а мой крестный тебе поможет, все отремонтирует». И вдруг Мари показалось, что щелкунчик скривил лицо. Она уложила куклу на игрушечную кровать и накрыла ее одеялом, а саму кровать поставила на верхней полке рядом с гусарами Фрица. Приближалась полночь. Мари услышала в комнате шуршание, скрип часов и какие-то голоса. Речь шла о мышином короле. Затем отовсюду начали появляться мыши. Их было очень много. Они выстроились как солдаты перед боем. Мари мышей не боялась. Ей даже стало интересно. И тут из-под пола перед ней вылезла огромная мышь с 7 головами. На каждой из голов была корона. Мари все еще стояла у шкафа. Мыши пошли на нее. Ей стало очень страшно. Отступая, она нечаянно локтем разбила стекло шкафа. А в шкафу тоже наблюдалась какая-то возня. Куклы бегали, с кровати встал щелкунчик и сказал: «Верные мои братья, постоите ли вы за меня в бою?» «Да, наш государь», — отозвались игрушки. Кукла Клерхен сказала, что рано еще щелкунчику идти в бой, что нужно дождаться, когда его раны заживут. Но щелкунчик спрыгнул с полки и выхватил саблю. Следом за ним с полки спрыгнули все солдатики Фрица. Началась битва, за которой внимательно наблюдала Мари. Гремели пушки, пищал мышиный король. Его армия наступала и побеждала.
Мыши отгрызали головы или ноги своим врагам. Щелкунчик был в опасности, к нему приближался мышиный король. Тогда, наконец-то, Мари заступилась за него. Она бросила в короля свою туфельку, и все вдруг растворилось. Мари почувствовала резкую боль в руке, которой разбило стекло. Она упала на пол. Когда девочка очнулась, то увидела, что лежит в постели. Рядом сидели врач и мама. «Мама, скажи, Щелкунчик в безопасности? Мыши разбежались?» «Мари, ты нас очень сильно напугала. У нас в доме нет мышей. Если бы я ночью не зашла в гостиную, то, возможно, все бы закончилось очень плохо. Ты в крови без сознания лежала на полу, а рядом валялись игрушки». Мари начала рассказывать о великой битве между игрушками и мышами. «Успокойся, дочка, мышей нет, а Щелкунчик стоит в шкафу, с ним все хорошо». Несколько дней Мари лежала в постели. Однажды к ней пришел крестный Дроссельмейер. «Ты гадкий», — сказала ему Мари. «Я видела, что это ты в ту ночь сидел на часах и свесил свои крылья, чтобы часы не шумели и не спугнули мышей. Это ты позвал мышиного короля». Тогда крестный достал из кармана отремонтированного Щелкунчика и отдал его девочке. Мари очень обрадовалась. «А знаешь, почему Щелкунчик не очень складный и не симпатичный?» – спросил ее крестный. «Если хочешь, я расскажу, как так случилось. Ты знаешь сказку о принцессе Пирлипат, ведьме Мышильде и искусном часовщике? Нет? Тогда слушай. У короля и королевы родилась дочка. Назвали ее Пирлипат. Чудесное создание на радость всем. Однажды король решил устроить великое празднество, колбасный пир. Причем напряг королеву делать колбасу. Она и рада стараться. Когда дело дошло до поджаривания сала, послышался голосок. «Дай-ка и мне отведать сальца, ведь я тоже королева». Это была королева мышей Мышильда. Наша королева не стала ее прогонять, дала ей сало. И тут налетели всякие там кумовья и тетушки Мышильды, и даже 7 ее сыновей. Они все набросились на сало, и королева не знала, как быть. В общем, мышей прогнали. На пир приехали короли и принцы. Все было хорошо, пока дело не дошло до колбас. Почему же так мало сала в колбасах? Король был вне себя от горя. Это Мышильда со своими родственниками съели почти все сало, объяснила ему королева. Ну и король решил отомстить мышам. А для этого напряг часовых дел мастера, тоже, кстати, Дроссельмейера. Он придумал хитрые ловушки и расставил их повсюду. Сама королева Мышильда была слишком умна, чтобы попасться. Но другие мыши, в том числе 7 ее сыновей, попались. Королева понимала, что Мышильда захочет отомстить за смерть своих родичей. И действительно, однажды Мышильда сказала ей, чтобы та получше охраняла свою малютку-принцессу. Тогда королева приказала неусыпно стеречь колыбельку Пирлипат. Рядом с ней всегда находились 8 нянек с котами. А остальное расскажу завтра, заинтриговал крестный. Мария и Фриц уговаривали его дорассказать сегодня, но нет. На следующий день Дроссельмейер снова пришел. Однажды в комнате принцессы все спали, и няньки, и коты. Проснулась одна нянька в полночь и увидела, как Мышильда положила свою голову на лицо Пирлипат. Няня закричала, мышь убежала, а принцесса и остальные проснулись. Вот только теперь Пирлипат стала уродливой. У нее были огромные на выкате глаза и рот до ушей. Король был в отчаянии. Крайним он сделал Дроссельмейера, обвинив его в случившемся.
Он сказал, что если Дроссельмейер в течение месяца не вернет облик принцессе или не укажет способ, как это сделать, то его казнят. Тогда Дроссельмейер разобрал принцессу Пирлипат на части. Я понимаю, друзья, это трэш, но это сказка. Он вывинтил ей ручки и ножки и осмотрел внутреннее устройство. Дроссельмейер понял, что с возрастом принцесса будет все безобразнее и не знал, что делать. Так проходили дни. Месяц заканчивался. Тогда Дроссельмейер пошел к своему другу, местному звездочету. Тот посмотрел на звезды и составил гороскоп для Пирлипат. Оказалось, что для того, чтобы вернуть былую красоту, принцессе достаточно было съесть ядрышко ореха кракатук. У этого ореха очень твердая скорлупа. Его должен был разгрызть и, зажмурившись, поднести принцессе человек, который еще никогда не брился и не носил сапог. Затем юноше следовало отступить на 7 шагов, не споткнувшись, и только тогда открыть глаза. Дроссельмейер рассказал об этом королю. Тот обрадовался. Супер! Тогда позаботьтесь, чтобы небритый молодой человек в башмаках был здесь с орехом кракатук. Так это, орех еще найти нужно, и того, кто его раскусит, тоже. Короля колбасило. Его смогла успокоить только королева, иначе Дроссельмейера казнили бы. Король приказал часовщику и звездочету отправиться на поиски ореха. А парня с крепкими зубами найдут уже потом. А остальное расскажу завтра, снова сказал крестный. На следующий день он продолжил рассказ. Дроссельмейер и звездочет искали орех 15 лет и так и не нашли его. Как-то, будучи в Азии, они очень соскучились по родному Нюрнбергу и решили вернуться домой. Первым делом на родной земле Дроссельмейер пошел к своему кузену, игрушечному мастеру. Часовщик рассказал брату о случае с принцессой и о своих безуспешных поисках ореха. «Так это, — сказал кузен, — орех кракатук у меня есть». Кузен поведал, что много лет тому назад в сочельник здесь проходил мужчина с орехами на продажу. Там проезжала фура и раздавила все орехи, кроме одного. Вот тот орех мужчина и продал кузену. На орехе на китайском языке даже было написано, что он кракатук. Дроссельмейер и звездочет были очень рады ореху. Более того, звездочет сказал, что сын кузена и есть тот самый молодой человек, который сможет расколоть зубами орех. Сын кузена действительно еще ни разу не брился и не надевал сапог. А для потехи местных девиц он часто колол им орехи. Его даже называли красавчиком-щелкунчиком. На королевском дворе для раскусывания ореха собралось много желающих. Все они хотели помочь принцессе, ведь она была жутким крокодилом с огромной головой. Но все безуспешно. Парни ломали себе зубы и раздирали челюсти в попытках расколоть твердый орех. И вот когда, утративший веру, король пообещал королевство и дочь тому, кто ее расколдует, появился тот сын кузена, Дроссельмейер. Принцессе он очень понравился. Она хотела, чтобы у него получилось раскусить орех. И у него получилось. Парень зажмурился и отдал расколотый орех принцессе, а сам попятился. Принцесса проглотила ядрышко и сразу похорошела. Все вокруг закричали от радости, а парень ведь еще не сделал своих 7 шагов с закрытыми глазами. На последнем шаге к нему подбежала Мышильда, и парень споткнулся, наступив на нее. Он превратился в такого же уродца, каким до этого была Пирлипат. А Мышильда погибла. Напоследок она успела сказать, что мышиная рать отомстит за нее.
Увидев, каким стал ее спаситель, принцесса прогнала его прочь, а король выгнал из столицы часовщика и звездочета. По звездам тот определил, что уродство парня исчезнет, когда семиголовый сын Мышильды падет от руки Щелкунчика, и если, несмотря на уродливую наружность, юного Дроссельмейера полюбит прекрасная дама. Вот такая история закончила рассказ «Крестный». Мари решила, что Пирлипат гадкая и неблагодарная принцесса. Вскоре она поправилась. Мари радовалась, что Щелкунчик снова цел. А вдруг все, что рассказал крестный, правда, подумала она. В том, что ее крестный и тот часовщик один и тот же человек, Мари не сомневалась. «Почему же дядя не помог тебе?» – думала девочка, глядя на Щелкунчика. Наступили сумерки. В комнату вошли родители с крестным. За чаепитием Мари спросила его, почему он не поможет своему племяннику Щелкунчику. И она снова рассказала о битве той ночью. Родители посмеялись. «Не я, а только ты можешь спасти Щелкунчика», — серьезно сказал девочке крестный. Однажды ночью Мари проснулась из-за какой-то возни и писка за стенами. Затем она увидела мышиного короля, который запрыгнул на прикроватный столик. «Отдай мне все дрожжи и весь марципан», — сказал он, — «иначе я загрызу Щелкунчика». Наутро Мари никому не рассказывала о случившемся. Не хотела, чтобы над ней смеялись, все равно не поверят. Но ради спасения Щелкунчика она вечером положила все свои конфеты на нижний выступ шкафа. Наутро мама сказала: «Не знаю, откуда у нас в гостиной взялись мыши. Мари, они у тебя все конфеты поели». Ночью мышиный король снова явился к девочке. «Отдай мне сахарные куколки, иначе я загрызу Щелкунчика». И снова Мари поддалась шантажу. Наутро мама возмущалась, что мыши снова наделали беды, погрызли сахарные куколки. Тогда родители решили поставить в доме мышеловки. Ночью мышиный король сел на плечо Мари. «Я в ловушку не попадусь. Неси картинки и платьица, иначе загрызу Щелкунчика». Наутро Мари плакала, стоя перед стеклянным шкафом. Она не знала, как ей быть, ведь мышиный король все время будет от нее что-то требовать. И тут Щелкунчик заговорил: «Не нужно нести мышиному королю книжки и платья. Принесите мне лучше саблю, а дальше я уже сам». Мари за помощью обратилась к брату. Она рассказала Фрицу обо всех своих приключениях, и он ей поверил. Фриц взял саблю у одного из своих солдат и повесил ее Щелкунчику. В полночь Мари прибежала в гостиную, потому что услышала там шум. Щелкунчик одержал победу над мышиным королем. «Примите от меня эти 7 корон с голов мышиного короля», — попросил девочку Щелкунчик. Ну а затем он повел Мари показать свое кукольное царство. Щелкунчик остановился перед старым шкафом в прихожей. Через рукав отцовской шубы они поднялись и очутились на Леденцовом лугу. Пошли дальше к Рождественскому лесу, затем к Апельсиновому ручью, затем к Лимонадной реке. Вышли к селу Пряничное у Медовой реки и вскоре попали в городок Конфетенхаузен. «Мы идем в столицу», — объяснил Щелкунчик. Они в раковине переплыли Розовое озеро и уже через Цукатную рощу прошли к столице Конфетенбургу. Мари была в восторге от красоты города. Щелкунчика все радостно приветствовали, называли принцем. Марципановый замок был великолепен. В нем к принцу вышли сестры-принцессы, которые благодарили Мари за помощь их брату. А затем Мари проснулась.
Она рассказала родителям о своих удивительных путешествиях этой ночью. Те, конечно же, не поверили, а только рассмеялись. Тогда Мари показала им 7 корон, которые ей подарил Щелкунчик. Родители долго рассматривали красивые короны. «Где ты их взяла?» – строго спросили они. «Я же вам уже сказала, мне их Щелкунчик дал, когда победил мышиного короля». «Ты лгунья», – сказал ей отец. Мари расплакалась. И тут вошел крестный. Отец показал ему коронки и рассказал историю Мари. «Так это же мой подарок Мари на день рождения. Вспомните же, когда ей было 2 годика». Никто, конечно же, не вспомнил, но тему замяли. Прошло время. Однажды к Дроссельмейеру из Нюрнберга приехал племянник. Крестный познакомил его с Мари. Это был симпатичный, воспитанный молодой человек. За столом он для всех щелкал орехи. А как только он оказался наедине с Мари, то опустился на колено. «На этом самом месте вы мне спасли жизнь. Разделите со мной корону и трон. Мы будем царствовать вместе в марципановом замке». «Я согласна», — ответила ему Мари. И она тут же стала невестой Дроссельмейера. Рассказывают, что через год он увез ее в золотой карете, запряженной серебряными лошадьми, что на свадьбе у них плясали 22 тысячи нарядных кукол. А Мари, как говорят, еще и поныне королева в той удивительной стране. На этом все, друзья.